Анна устало посмотрела на часы. Почти 10 вечера. День выдался непростым. Поход с дочкой в поликлинику, неотложные дела по дому, бесконечные мелочи. Наконец, уложив полуторагодовалую Настю в кроватку, она тихо вышла из детской и направилась в спальню, где ее уже ждал муж Давид. «Ты не представляешь, как я вымоталась», – сказала она, опускаясь рядом на кровать. «Я верю». Мягко улыбнулся Давид и обнял жену за плечи. Погасив свет, они устроились поудобнее. Тишину нарушал только ровный шум улицы за окном. «Давид?» – вдруг тихо прошептала Анна. «М? Тебе не показалось, что Дора вчера ночью вела себя странно?» «В каком смысле?» – спросил он, приоткрыв глаза. «Ну, я услышала, как она рычала. Именно в комнате Насти. Ты, наверное, просто проснулась от какого-то сна. Собаки иногда во сне даже поскуливают». «Может быть...» Анна замолчала, но тревога не покидала ее. Дора, их восточноевропейская овчарка, жила в семье почти 7 лет. Давид привез ее щенком из питомника, когда они только поженились. С тех пор собака стала частью семьи, верной, умной, преданной. Когда родилась Настя, Дора удивительно быстро приняла ребенка. Она будто поняла, что теперь в доме появился кто-то хрупкий и важный. Собака перебралась из спальни к кроватке малышки, ложилась у изголовья и часами неотрывно наблюдала за девочкой. Настя тянулась к ней с первых месяцев. Училась стоять, держась за шерсть. Доры. Обнимала, тыкала пальчиками в морду, дергала за уши, а та терпеливо все сносила, лишь ласково облизывая ручонки. Анна не раз умилялась. «Ты только посмотри, какая у них любовь. Она бы ради Насти в огонь прыгнула», – уверенно говорил Давид. Но последние 2 ночи тревожили. Анна все чаще замечала, что Дора ночью ведет себя странно. Позавчера она, будто сквозь сон, услышала низкое глухое рычание. Не придав значения, повернулась на другой бок. Но утром осталось странное ощущение, как будто что-то было не так. На следующую ночь она снова проснулась от рычания. И теперь уже пошла в детскую. То, что она увидела, заставило ее сердце сжаться. Дора стояла на задних лапах у кроватки Насти. Девочка проснулась, стояла, держась за спинку, и испуганно смотрела на собаку. Анна моментально среагировала. «Фу! Дора, фу!» Голос дрожал. Потребовалось несколько повторений, прежде чем собака успокоилась. Она не двигалась, но продолжала с интересом. И, как показалось Анне с опаской, смотреть на ребенка. Анна забрала Настю на руки и ушла в спальню. Всю ночь не могла уснуть. Утром Давид обнаружил их вдвоем на кровати. Что случилось? Анна пересказала все, что видела. Давид молча выслушал, потом отправился в детскую. Дора встретила его, как обычно, и без малейших признаков агрессии. «Я не знаю, что и думать», – сказал он, погладив ее по голове. «Но мы разберемся». Вечером они решили установить радионяню в детскую. Дора вела себя спокойно, будто ничего странного не происходило. Давид не хотел верить в дурное. Слишком хорошо он знал свою собаку. Но ночью снова началось. Из радионяни донеслось рычание. Потом всхлипы Насти. Родители бросились в комнату. Картина повторялась. Дора стояла у кроватки, напряженная, шерсть на загривке приподнята. Давид отогнал собаку, Настю забрали в спальню. «Я больше не могу это терпеть». Анна была в отчаянии. «Нужно отдать ее. Хотя бы временно». «Ты серьезно? Отдать Дору?» Давид поднял голос. «Это член семьи. А Настя кто? Мы же не можем рисковать ребенком. Я уверен, что она не причинила бы ей вреда». Их спор закончился молчанием. Давид ночью не спал, обдумывая ситуацию. Утром позвонил другу Максиму, тоже владельцу овчарки, опытному кинологу. «Макс, ты когда-нибудь слышал, чтобы собака просто так рычала на ребенка? Если она рычит, значит, что-то ее тревожит. Не ребенок. Возможно, запах, звук, движение. Попробуй сам переночевать в комнате.
Снимите все на видео, если можешь». Совет показался разумным. В тот же вечер Давид предложил: «Сегодня я переночую в детской с Настей. Вместе с Дорой, а ты, пожалуйста, поспи спокойно». Анна колебалась, но согласилась. Ее все еще терзали сомнения, но она видела решимость в глазах мужа. Ночью все шло спокойно, до 2 часов. Настя мирно спала, Дора лежала у двери. Но внезапно собака поднялась, навострила уши и подошла к кроватке. Затем рычание. Давид включил фонарик, осветил кроватку, ни Несси, ничего. Но Дора смотрела в угол комнаты, напротив окна. Он повернул луч туда. В углу стены шевелилось темное пятно. Подойдя ближе, Давид увидел крупного черного паука, медленно ползущего вверх. Он резко включил верхний свет, отодвинул кроватку и окликнул жену. Анна прибежала и застыла. «Господи, что это?» «Похоже на каракурта», – сказал Давид, уже вытаскивая из шкафа стеклянную банку. Паук был медлителен, но большой. Давид ловко подставил ему мухобойку, тот залез и через секунду уже сидел в банке, плотно закрытой крышкой. «Теперь ясно, чего Дора боялась», – выдохнула Анна. «Ты думаешь, он мог укусить Настю?» «Однозначно. Это один из самых ядовитых пауков». Утром Давид отправился к их соседу, Степану, пожилому биологу, коллекционеру насекомых. Увидев находку, тот побледнел. «Каракурт, самка. Я ее несколько дней искал. Она сбежала у меня из контейнера. Боже, она могла убить ребенка. Давид, ты не представляешь?» «Представляю», – спокойно ответил Давид. «Моя собака спасла нам дочь». Анна в этот вечер долго смотрела на Дору, сидевшую у окна. «Прости меня, Дора. Я была несправедлива». Собака встала, подошла и ткнулась носом в ее ладонь. Анна заплакала и обняла ее. Настя тем временем уже стояла у детской кроватки и, улыбаясь, звала свою пушистую подружку. «Дора». Семья вновь обрела мир. И еще больше уважения к верной собаке, чье рычание стало настоящим криком тревоги. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.